Привет, я Сергей Гончаров, я колорист. В прошлый раз мы поговорили с вами о том, как подготовиться к сессии цветокоррекции, чтобы она прошла максимально легко и плодотворно. В этот раз поговорим о том, как выжить после нее. Знаете, какой самый повторяющийся диалог, звучащий в студиях цветокоррекции? Телефонный звонок и убитый голос. Ты знаешь, я посмотрел вечером то, что мы вчера сделали, и мне кажется, что это совсем не то. Мы уехали куда-то не туда. Нужно сделать все по-другому. И да, у меня хороший монитор, Retina, iPhone, 4К, проектор, далее по списку. После этого колорист начинает долго и упорно говорить что-то на тему о том, что только на мониторе его студии можно оценить правильность или неправильность цвета этого фильма. Звучат страшные слова типа цветовой охват, дельта Е. Самое интересное, что монитор здесь совершенно ни при чем. Когда ты монтируешь свой фильм на протяжении нескольких недель, а то и месяцев, то, естественно, ты привыкаешь к тому, как выглядят твои герои, как выглядят локации, в которых они существуют. А потом вдруг проходит день-два, и все резко меняется. И вот эти уже почти родные тебе люди вдруг становятся не теми, какими ты их привык видеть, а какими-то другими. Возможно, они стали лучше, но они стали другими. И именно это на самом деле беспокоит абсолютное большинство людей, которые делают свои первые шаги в кино. Так что же со всем этим делать? Ведь все это чистая психология и к колористике не имеет никакого отношения. Я своим клиентам советую не садиться на цветокор сразу на несколько часов. Когда мы делаем картинку на протяжении достаточно длительного периода, мы делаем перерывы. 5-10 минут каждый час. Казалось бы, какое это имеет отношение, а очень большое. Когда человек несколько раз за день видит своих героев по-новому, то вот этот процесс адаптации к новому изображению проходит гораздо проще. Не знаю, почему так, но это абсолютно рабочая история, проверена уже много раз. Опять же, отвлекаясь время от времени от непосредственной работы, становятся видны какие-то ошибки, которые были допущены. Может быть, что-то нужно поправить по цвету, иногда по контрасту. Это все несложные вещи, когда их можно отловить в самом начале процесса. А еще есть любимая игрушка операторов, я ее называю вышиванием. Когда мы на цветокоррекции начинаем, по сути, перерисовывать кадр. Да? То есть какие-то блики мы начинаем прятать, что-то подсвечивать, что-то подтемнять. Нет, я только за. Но очень часто за вот этими деревьями теряется лес. То есть каждый отдельный блик, где-то чье-то лицо, оно наверняка становится лучше. Но часто за этим теряется основное восприятие от изображения. Опять же, чтобы не потеряться, я рекомендую следующее. Отходите от монитора на максимально возможное расстояние. Это позволяет увидеть картинку даже не то чтобы целиком, а неким пятном. И вот наблюдая за этим пятном, становится понятно, не переборщили ли мы там с контрастом или с каким-то цветом, устраивает ли гамма. Очень интересный прием. Я его подсмотрел у знакомого звукорежиссера, который иногда выходил в коридор, чтобы послушать, как его микс звучит оттуда. Очень действенная штука.
В абсолютном большинстве случаев цветокоррекция выполняется на каком-то вот таком мониторе, то есть который сам светится изнутри. И если мы это изображение будем проецировать на киноэкран, оно будет выглядеть здорово иначе. По одной простой причине. Экран сам по себе не светится. Он работает на отраженном свете. И его коэффициент контрастности сильно ниже, чем у любого, даже самого позорного компьютерного монитора. Это нужно держать в голове. Понятно, что на хороших профессиональных мониторах есть режим эмуляции. Но тем не менее, выглядит все равно иначе. Опять же, с учетом масштаба. Монитор на цветокоррекции это обычно там 20 с небольшим дюймов. А экран в кинотеатре это совсем другая история. Исходя из этого, я бы вот настоятельно рекомендовал делать отдельные копии для театрального показа, отдельно для YouTube, отдельно для пересылки там и просмотра условно на айфонах. Последние пару лет появились довольно интересные алгоритмы, позволяющие работать с шарпом. То есть не просто добавить резкости там, по всему кадру или его фрагментарно, а очень хитро подчеркнуть только резкие детали и, может быть, даже подблюрить крупные. На большом экране отлично работающая технология. В кинотеатрах, наверное, обращали внимание, вот идет несколько трейлеров. И обычно голливудский фильм, он выглядит всегда не перешарпленным, но очень четким изображением, потому что люди там поработали именно над тем, как это изображение будет выглядеть именно на киноэкране. А тут же идет наш фильм, он как-то помягче, поразмазаннее, и уже нет вот этого звенящей четкости. Учитывайте это. То есть для кинотеатральной копии лучше немножечко сделать копию почетче. Если копия для телевидения, то там можно, собственно, оставить все как есть, ибо монитор на цветокоре, скорее всего, это вот как раз эталон для телевизионного показа. Что касается YouTube, это вообще отдельная история. YouTube, как известно, пережимает весь материал и делает это одному богу известно как. Уезжает все. Поэтому, когда материал делается для YouTube, сделайте небольшой кусочек и сразу прямо вот из студии цветокора загрузите на YouTube и посмотрите, что получается. Возможно, придется немножечко подправить, и это не проблема. Выгоняем, соответственно, потом специальную версию для YouTube. На что там еще стоит обратить внимание, при пережатии YouTube теряются шумы. Это вы можете сказать, что это отлично, да. Но очень многие ребята наваливают огромное количество зерна пленочного, чтобы таким образом стилизовать нужным образом изображение. Так вот это зерно чаще всего подъедается практически полностью YouTube. И чтобы оно появилось в том виде, в каком вы его хотите, скорее всего, его придется положить в 2-3 раза больше. Сколько конкретно, не скажет никто, потому что это всегда зависит от, собственно, материала. Пробуйте, добавляйте больше, увидите, когда будет хорошо. Теперь, собственно, мониторы. Насколько они влияют? Да, конечно же, влияют. Насколько они точны? Да, абсолютно не точны. Если говорить о мониторах, которые используются для цветокоррекции, то вам все всегда, конечно, гордо сообщать, что дельта Е меньше 2 и стопроцентный цветовой охват, либо REC 709, либо DCI-P3. Дельта Е это всего лишь средняя ошибка, то есть дельта это средняя, а Е это error. Считается, что человеческое зрение способно отличить 2% изменения цвета. Поэтому для профессиональных мониторов это взято в качестве стандарта. То есть он должен в своем изображении уезжать не более чем на 2%. Современные мониторы
легко перекрывают этот стандарт и в большинстве своем имеют неточность в районе 1%, что позволяет на них абсолютно спокойно работать. Значит, что происходит дальше, когда материал попадает на мониторы всех остальных за пределами студии? Каждый монитор будет показывать по-разному. Главное слово – каждый по-своему. Нет двух одинаковых мониторов. Независимо от того, произвел ли его Asus, Apple, Acer, Panasonic, Sony, неважно. Все эти мониторы будут показывать чуть-чуть по-разному. И по большому счету, вот то изображение, которое вы видели в студии цветокоррекции, кроме как там, вы его, собственно, больше не увидите. Оно всегда будет плюс-минус немножечко другое. И вот здесь вот очень важно, вот когда ты смотришь на картинку, о чем я говорил выше, отходя немножечко в сторонку и, может быть, даже так расфокусировав зрение, просто как на пятно. Вот если тебя это пятно устраивало в студии цветокора, то, скорее всего, тебя устроит картинка и на всех остальных мониторах, кроме уж в смерть убитых. И теперь ответ на, собственно, вопрос, поставленный в начале. И как с этим совсем жить? Да очень просто. Основная задача, собственно, найти специалиста, который сможет вас провести по этому поначалу достаточно тернистому пути, который спокойно объяснит вам, что от чего происходит, на что стоит обращать внимание, а на что, может быть, стоило бы и закрыть глаза. Вот как-то так. Если понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. А если вы хотите, чтобы я помог вам с вашим фильмом, милости просим. Вы всегда можете найти меня здесь или в Фейсбуке. Ссылки в описании.